рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня выкладываю очень вкусный рецепт котлет барбекю. Записала я его уже давно, но никак не было времени его обработать. Поэтому делюсь сегодня. Если вы соберетесь с друзьями или семьей на природе, попробуйте приготовить эти котлеты на мангале. Не пожалеете. Котлеты получаются невероятно вкусные, с бесподобным ароматом костра, мягкие и очень-очень сочные. Это прекрасная альтернатива шашлыку. Вариантов подачи может быть много, но нашей семье больше всего нравится сочетание котлет барбекю с соусом из кинзы с маринованным луком. Этот соус одинаково хорошо подойдет к баранине, говядине, курице, а также свинине. Итак, начнем приготовление. Вот ингредиенты, которые нам понадобятся для данного рецепта. Свинина, у меня окорок, сало, смесь перцев, 3 небольших луковицы, 1 головка чеснока, зира, большой пучок кинзы, сушеный чеснок с перемешкой с морской солью и копченая паприка. Для соуса мне понадобится кинза, большая луковица, томатная паста, и для маринада лука понадобится яблочный уксус, морская соль и сахарозаменитель. Итак, начинаем. Мясо и сало нужно измельчить для того, чтобы потом прокрутить их через мясорубку. Пропускаем через мясорубку половину свинины и сала. Далее прокручиваем кинзу, потом вторую половину мяса и сала, чтобы кинза уже начала перемешиваться с фаршем, придавая ему неповторимый аромат. Кинза, конечно, зелень на любителя, но в данном рецепте она придает невероятный вкус блюду. Моя мама, например, терпеть не может кинзу, но в этих котлетах, говорит, она ей даже очень нравится. Кинзу я прокручиваю вместе со стеблями, потому что впоследствии это все равно не будет чувствоваться, а только придаст больше сочности нашим котлетам. Тем более я слышала, что стебли кинзы также богаты витаминами, как и листья, поэтому зачем же их выкидывать? После того, как прокрутили вторую половину сала и свинины, пропускаем через мясорубку чеснок, и репчатый лук. Как-то раз лук измельчала ножом, а не крутила через мясорубку. Тоже получилось очень вкусно. Просто через мясорубку быстрее. Вот и все, наш фарш готов. Теперь отправляем к нему все наши специи. Это морская соль с сушеным чесноком, зира. Зиру я не измельчала, потому что нам нравится, когда попадаются семена. Копченая паприка. И смесь перцев. Фарш со специями нужно хорошенько перемешать и как бы даже немного отбить. Я примерно на это трачу около 15 минут. Просто впоследствии котлетки будут лучше держать форму. Теперь готовый фарш отставляем в сторонку, чтобы он пропитался всеми специями, так сказать, промариновался. А мы пока займемся приготовлением соуса. Для начала крупно нарезаем репчатый лук. И складываем его в глубокую емкость, где впоследствии будем его мариновать. К луку высыпаем соль и сахарозаменитель.
Выливаем яблочный уксус и заливаем горячей водой. Перемешиваем. Отставляем в сторонку, чтобы лук промариновался. Кинзу измельчаем в блендере. Или можно порезать ножом, кому как удобно. Томатную пасту я беру без сахара, конечно же, и всегда выбираю по консистенции похожий на кетчуп. Добавляю сахарозаменитель и свои любимые специи. И получается вкуснее любого кетчупа, только совершенно с другим КБЖУ. Теперь в нашу готовую томатную пасту высыпаем кинзу, перемешиваем. С лука сливаем воду. И отправляем его в наш соус. Опять же все перемешиваем. И наш соус готов. По желанию можно добавить любимые специи, но я сегодня ничего не стала добавлять, так как в котлетах и так слишком много специй. Перед подачей к столу соусу нужно дать время настояться в холодильнике, чтобы он приобрел более гармоничный вкус. А тем временем наш фарш готов. Берем решетки, смазываем их оливковым маслом, чтобы ничего не пригорело. Влажными руками формируем наши котлетки и выкладываем их на решетки. Можно, конечно, запечь в духовке, но тогда не будет такого аромата от костра. После того, как все котлеты сформированы, смазываем решетки сверху и застегиваем их для того, чтобы отправить на мангал. А мангал уже разожгли, ждем, пока дрова прогорят, и выкладываем наши котлетки. Жарим их около 30-40 минут, периодически переворачивая. Смотрим, чтобы образовалась румяная корочка. Готовые котлеты выкладываем на порционные тарелки и подаем горячими с нашим соусом и овощами. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Увидимся с вами в следующем видео. Пока!